Ситуация в Восточном Средиземноморье и в Газе в последние дни стремительно меняется и привлекает внимание не только региональных игроков, но и всего международного сообщества. Главным триггером стала гуманитарная флотилия Global Sumud, направляющаяся в сектор Газа с целью доставки помощи. Ее маршрут и сопровождающие события стали символом новой волны напряженности, в которую вовлечены Турция, Израиль, США, арабские страны и международные организации. Особое внимание приковано к тому, что турецкие военные корабли, фрегаты ВМС Турции, официально начали сопровождать флотилию. По сути, речь идет не просто о гуманитарной миссии, а о решении Анкары задействовать военный инструмент в зоне, где на протяжении многих лет действовала исключительно израильская блокада. Турецкие дроны и надводные силы обеспечивают безопасность, а это означает, что возможный инцидент теперь несет риск столкновения уже не гражданских активистов с Израилем, а двух государств, одно из которых входит в НАТО. Эксперты отмечают, что этот шаг президента Реджепа Таyyипа Эрдогана – осознанный сигнал Израилю и всему миру. Турция готова напрямую защищать интересы палестинцев и использовать военную силу в Восточном Средиземноморье. Некоторые обозреватели проводят параллели с событиями 2010 года, когда израильский спецназ штурмовал судно «Мави Мармара», направлявшееся в Газу. Тогда это вызвало глубокий кризис в турецко-израильских отношениях, который преодолевался годами. Сегодня же мы видим не отдельное судно, а целую флотилию из примерно 50 кораблей. А главное, их сопровождает регулярный турецкий военный флот. Флотилия Global Sumud уже подвергалась атакам с применением дронов в международных водах у греческого острова Гавдос. Несмотря на это, суда продолжают движение и категорически отказываются разгрузить гуманитарные грузы на Кипре, что предлагал Израиль. Участники миссии настаивают: помощь должна быть доставлена непосредственно в Газу. Это решение превращает флотилию в символический жест против блокады, а не только в гуманитарный проект. Реакция Европы также оказалась показательна. Италия и Испания направили военные корабли для защиты своих граждан, находящихся на борту. Греция ограничилась обещанием безопасного прохода в своих водах, но воздержалась от военной поддержки. Испания пошла еще дальше, введя запрет на использование своих военных баз Рота и Марон для транзита американских грузов, предназначенных Израилю. Таким образом, европейские страны демонстрируют осторожное, но все более критическое отношение к действиям Иерусалима. На фоне морского кризиса внимание приковано и к дипломатическим шагам. Одним из самых неожиданных стало извинение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед эмиром Катара. Как сообщил журналист Барак Равид, извинения прозвучали во время телефонного разговора, состоявшегося в то время, когда Нетаньяху находился в Белом доме на встрече с Дональдом Трампом. Белый дом подтвердил, что Израиль пообещал воздерживаться от атак против Катара и стремиться к новому формату взаимодействия. В результате было принято решение о создании трехстороннего координационного механизма США, Израиль, Катар, задача которого – улучшить коммуникацию, снять взаимные претензии и способствовать стабильности в регионе. Это решение стало своего рода дипломатическим прорывом. Долгое время отношения Израиля и Катара оставались напряженными, но теперь стороны под американским посредничеством готовы к диалогу. Еще одним важным элементом стала публикация Белым домом плана Дональда Трампа по Газе. План состоит из 20 пунктов и предполагает немедленное прекращение войны, вывод израильских войск, освобождение заложников и создание временной международной администрации в секторе. Важная деталь. Реализацию будет координировать новая структура – Совет мира, во главе которого Трамп предложил поставить самого себя и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. По условиям документа, Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу. Все заложники должны быть возвращены в течение 72 часов. Израиль освободит 250 пожизненно заключенных и еще 1700 палестинцев. Хамас может получить амнистию при условии полного разоружения. В Газе появится особая экономическая зона, где будут действовать международные программы восстановления.
Безопасность обеспечит временные стабилизационные силы из арабских и мусульманских стран. Нетаньяху заявил, что план Трампа соответствует нашим целям ведения войны и позволит вернуть всех заложников, уничтожить военные возможности Хамас и обеспечить, чтобы Газа больше не представляла угрозы. Президент США, в свою очередь, подчеркнул, что именно арабские страны – Саудовская Аравия, Турция, Египет, Иордания и другие – будут ответственны за реализацию ключевых пунктов. Однако реакция Хамас была крайне жесткой. Член Политбюро движения Хуссам Бедран назвал Тони Блэра «братом дьявола» и напомнил о его роли в войне в Ираке. Представитель Хамас Махмуд Мирдави заявил, что план Трампа не имеет гарантий и не учитывает право палестинского народа на самоопределение. Тем не менее, в движении пообещали обсудить предложения с другими палестинскими группами. Интересно, что ряд арабских государств – Египет, Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция – официально приветствовали план Трампа, что говорит о растущем влиянии США в регионе и желании некоторых стран укрепить свой статус посредников. В то же время между этими странами существуют серьезные разногласия по ключевым вопросам. Кто будет возглавлять обеспечение безопасности, какие страны допустимы в координационных механизмах и как распределять ответственность за реализацию плана. Эти различия показывают, что региональная солидарность пока далека от единства. Отчет Middle East Eye также напоминает, из-за препятствий США арабское НАТО так и не было создано. По данным издания, план Египта по формированию арабских оборонительных сил по образцу НАТО, обсуждавшийся на саммите в Дохе, был заблокирован Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Это обнажило глубокие разногласия по вопросам региональной безопасности и отношениям с Израилем, рассказали египетские дипломаты. Саудовская Аравия настаивала на том, чтобы именно она возглавила арабский НАТО, однако Египет, ссылаясь на свой военный опыт, заявил, что именно он является наилучшим кандидатом для лидерства. Кроме того, страны Персидского залива категорически отвергли участие Ирана или Турции в этом проекте. В итоге государства региона ограничились созданием собственного Совета обороны, так и не оформив единую военную структуру. Отметим, что израильские СМИ сообщают: армия готовится к возможному силовому вмешательству против флотилии Global Sumud. Государственное телевидение Кан отметило, что перехват может состояться в течение ближайших 4 дней, когда суда достигнут так называемой оранжевой зоны у побережья Газы. Таким образом, мы наблюдаем сразу несколько перекрестных процессов. Турция, демонстрирующая решимость в военной поддержке флотилии. Израиль, пытающийся балансировать между жесткими действиями на море и дипломатическими уступками в отношениях с Катаром и США. США, предлагающие масштабный план по Газе и вовлекающие в него арабские страны. Хамас, который отвергает предложенные условия, но оставляет дверь для обсуждений. Следующие дни будут решающими. Если флотилия достигнет побережья Газы, мир может стать свидетелем одного из самых напряженных эпизодов в израильско-турецких отношениях за последние десятилетия. Если же сработают дипломатические каналы, от трехстороннего механизма с Катаром до плана Трампа по Газе, вероятность прямого столкновения может быть снижена. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал Reg News, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока. Оставайтесь с нами.